Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. На улице у нас сентябрь месяц, и я по-прежнему продолжаю делать заготовки на зиму. Я купила вот такой вот красивый красный болгарский перец и буду сегодня делать заготовку, которая называется специи паприка. Для начала мне нужно этот перчик хорошенечко помыть и почистить, что, собственно, сейчас я и буду делать. Первая партия перца у меня готова, и теперь нужно или оставить, чтобы он подсох, или лишнюю влагу убрать бумажным полотенечком. Я, пожалуй, вот так вот промокну и начну свой перчик нарезать. Перчик я буду нарезать на тоненькие полосочки, для того, чтобы он быстрее высох. Сушить я буду его в электросушилке. Если у кого-то электросушилки нету, то неплохо он сушится в духовке. Только не надо делать слишком большую температуру, где-то примерно температура 90 градусов должна быть, и обязательно с приоткрытой дверцей. Пока нарезаю перец, вспомнила, я купила приспособление, чтобы не поранить пальчики, пока нарезается. Стала его мерить, а оно у меня огроменное. И, честно говоря, тут надо, наверное, как-то загибать, обрезать. Это вот так вот прижимается, и при помощи такой штучки, мне неудобно пока, потому что оно мне слишком велико. Но если у кого-то пальчики потолще, чем мои, то, наверное, вещь удобная. Покупала я на Али. Вообще копейки стоит. Что-то даже меньше 100 рублей. Надеялась, что мне он подойдет, но не подошел. И еще как вариант второй купила вот такую вот штучку, тоже на Алишке. Но он больше для нарезания на стол, чем для консервации. Я так понимаю, вот так вот одеваешь и равномерно нарезается. В общем, да, вот эта штука очень удобная. Тоже оно стоит недорого, точнее стоило. Приноровиться только надо. И вот на такие абсолютно одинаковые дольки вот нарезала спокойно. Вот эта штука мне очень нравится. А вот та лежит. Невостребованная оказалась. Итак, первую партию перчика мы нарезали в 4 руки. Мне муж помог. И сейчас я его буду выкладывать на сушилку. Сушилка у нас не очень большая, поэтому будем уже подстраиваться под ее объем. Слишком толстым слоем выкладывать не надо, потому что он будет сохнуть очень долго. А вот буквально в один рядочек. Если где-то там 2 попадется, то не страшно. Вот сейчас я следующий поддон. И точно так же, буквально вот в один ряд, я буду выкладывать перчик. Если кто-то любит паприку с укропчиком, один поддончик можно поставить с укропом, подсушить, потом его смешать. Тоже вкусно, красиво, самое главное полезно. А еще самое главное, мы знаем и видим, что мы сюда ложим. Перчик у нас весь помытый, срезано все плохое, нигде никакого гнилья, и уж точно таким не отравишься. Следующий слой. Этот раз я укропчик сушить не буду, я уже насушила его заранее. Вот таким образом я сейчас все свои 5 поддонов наполню. Сушилка у нас не слишком большая, всего 5 поддончиков или подносиков, даже правильно не знаю, как сказать, поддонов быстрее. Вот так я все разложила. Сушилки бывают разные. Бывают с вентиляторами и бывают без. У нас изначально была без вентилятора,
Но муж переконструировал и сделал туда внутрь, вставил вентилятор. По мере сушки тот ряд, который ближе к вентилятору, сушится быстрее. Поэтому поддончики надо будет менять местами. Допустим, 2-3 часа посушила, переставила верхнюю на низ, нижнюю наверх. Средние тоже между собой переставила. И так вот несколько раз нужно будет переставлять поддоны с места на место. Сверху на низ и, соответственно, в середине тоже смотреть, чтобы равномерно перчик высыхал. Я забыла сказать, муж поправил меня, что помимо вентилятора там же еще стоят тены, которые выделяют тепло, и перчик сохнет неравномерно. Нижний высыхает все-таки быстрее, верхний медленнее, и поэтому тоже нужно переставлять поддоны. Крышечка в нашей сушилке вот такая. В ней есть отверстия побольше и поменьше. На первоначальном этапе я ставлю дырочки крупные, для того, чтобы лишняя влага выходила. А потом переставляю на решетчатые дырочки. Ну, в общем-то, и все. Осталось подключить электросушилку к электричеству и ждать, когда наш перчик высохнет. Также в эту приправу я добавляю сушеный чеснок. Я начистила несколько головок чеснока, нарезаю его хлопьями и также отправляю в сушилку. Сильно толстыми хлопьями нарезать не стоит. Чем меньше хлопья, тем быстрее оно высохнет. Вот так вот я нарезаю и отправляю сушить. Вот такое количество нарезанного чесночка у меня получилось. Здесь 6 крупных головок. Сейчас нужно этот чесночок равномерным слоем разложить на поддоне. Диаметр нашей электросушилки 32 сантиметра. Вот из 6 крупных головок получилось 2 поддона. Отправляем в сушилку. Итак, у нас прошло 2 дня. Наша сушилка свое дело сделала. И в итоге мы имеем целый поднос перца и целую тарелку сухого чеснока. А сейчас и перчик, и чеснок я буду дробить в кофемолке. Вот что у меня получается. Это не значит, что я полностью все, и чеснок, и перец буду так мелко дробить. Я буду его произвольно, где-то чтобы попадались больше кусочки, где-то попадались меньше. В блюде потом это очень красиво выглядит. Ну и, конечно же, и вкус, аромат он передаст по-всякому. И крупным кусочкам, и мелким. Вот такое количество паприки у меня получилось. Мне ее хватит надолго. А на этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока.